Доброе утро, 26 мая. Утро начинается опять с праксиса. Едем с младшей дочерью в Ганновер. Сдаем кровь в этот раз у нее. Ну а так, планов особых на день нету. Прогулка моя точно отменяется из-за этого праксиса. Я про него забыл. Я имею в виду та прогулка, что я говорил, уйти на целый день там подольше походить. Соответственно, пойду, как обычно, после обеда гулять. Часика на 3, наверное, так. Мозоли что-то мои слабо заживают. На одной ноге нормально, на второй не очень. Тот, который я сильно разодрал с песком, там, в общем, нога побаливает. Ну, заклеил, иду потихоньку. Такие дела. Послеобеденная прогулка. Прошел где-то 3 километра. Из них большую часть по полю. И я зря жаловался последние несколько дней на ветер. Это все было чепуха по сравнению с тем, что сегодня. Сегодня дует так дует. Вообще здесь регион какой-то ветреный, мне кажется. Ну, поэтому и ветряков, наверное, много. Всегда я показываю. Потому что здесь такой климат. Значит, что из интересного? Уже пришлось перепаковать мне мозоли. Буквально 2 километра и поотклеивались пластыри. Ну, это уже у меня новый рулон пластыря начался, там как бы он по-другому клеится, короче, не держится. Поэтому переклеил, слава богу, вовремя заметил. Оно так ногой ощущается, что-то дискомфорт какой-то. Он думает, это просто, наверное, от ходьбы. А получилось нет. Он уже задрался и, в общем, растирает все, что там успело позаживать. Поэтому навел там порядок. Я, кстати, хожу уже до сих пор в сандалетах, хотя... сегодня следы поменял на носки, на более высокие. Тоже они такие, фитнес или как-то так. Вот. Ну, обещал же я скарпу повыгуливать, ботинки. Но уже это обещание в жизни воплощу, так как она продалась. Да, я решил, в общем, попробовать спрос на нее. Тогда, когда я их постирал, привел в порядок, напшикал там этим дезиком специальным. Они такие красивые были и блестящие. Но я думаю, грех их не пофотографировать. Пофотографировал, потом уже думаю, грех и не выложить, попробовать какую-то за них там цену поставить, посмотреть, как народ будет реагировать. Пока похожу, там суть до дела. Не думал, что их купят. И буквально там через час, наверное, кто-то их заказал. То есть мне человек даже не писал, там есть на Kleinanzeigen такая фишка, как в Украине, допустим, OLX доставка. А здесь купить напрямую называется. То есть человек просто нажал кнопочку, у него денежка заблокировалась, а мне прилетел заказ. И я как бы даже удивился очень сильно, но решил, что раз взяли по такой цене, как я поставил, она такая не маленькая, скажем так, на мой взгляд, то надо продавать. В общем, я их без зазрения совести и без особых сожалений отправил, и денежка уже пришла за них. Поэтому скарпы не будет. Будем искать что-то другое. Может, нам подвернется какая-то интересная пара вместо нее. Планы по прогулке сегодня у меня не слишком глобальные. Я думаю, 15-шечку. А там буду смотреть по ногам, конечно. Если пластырь закончится раньше этих 15, то уже как-то буду ковылять домой, значит, не выполнив эту норму. А получится больше, значит, будет больше. Как-то так. Иду сейчас, думаю о криминогенной обстановке в моем городе здесь. Я периодически смотрю новости на городском сайте. Сайт городской газеты, и там публикуют так, в принципе, события, которые в городе происходят, и обязательно криминальную сводку, типа сводки полиции, пожарной службы. И вот обычно у них там приколы одни. Я как-то в другом видео расскажу. Это там у меня прям топ прикольных ситуаций, которые с местными милиционерами случаются. В общем, такие у них дела смешные, как на мой взгляд, в основном. А это что-то зачастили. Там все началось с того, что там месяц назад, наверное, там карманников поймали. До этого были просто жалобы, что там аккуратно с сумками работает карманник. В основном пенсионеров грабят, что-то такое. Именно по сумочкам лазят. В супермаркете едет бабушка, допустим, положила в тележку сумочку, там раз смотрит, уже кошелька нету, что подобное. Вот. А это, в карманников поймали.
Потом туда-сюда пацана побили какого-то в соседнем районе здесь. Ну, ночью, правда, ехал на самокате, стянули с самоката, на ходу забрали наушники, там что-то еще. Трое каких-то типов, парни 19 лет. Это вот буквально на той неделе было. А на моей улице и рядышком на соседних улицах в ту же ночь, по-моему, в 6 тачках вырезали зеркала. Обрезали проводку, достали зеркальные стекла. Что, зачем, не знаю, это вандализм или они там пользуются спросом, эти зеркала там на продажу куда-то, вообще не понимаю. Но сам факт. А тут, короче, в субботу вообще жесть произошла. Такое только раньше читал в новостях где-то, и то русскоязычных, типа как Германия загнивает, что бегают, мол, эти радикальные мусульмане и режут всех подряд немцев там и так далее. И тут у нас такое случается. В 5 утра в одном из домов тип какой-то защемился и начал звонить по квартирам, стучать в двери, там что-то такое. Ну, в общем, открыл один мужчина, ему 44 года, и он его в шею ножом ранил. Ну, тот двери открыл, этот со старта на него напал, короче, порезал и убежал вроде. Этот в больничку позвонил, ну, в общем, хоть и серьезно ранен вроде как, то все равно выжил, все нормально, там заштопали его, не знаю. Ну а этого типочка поймали. Ну ничего не пишут, кто он, что он, какого вероисповедания, этого не было в новости. 41 год ему. Что на него нашло, почему он посреди раннего утра таким начал заниматься, в общем, неизвестно, но сам факт, криминогенная обстановка у нас что-то это нарастает. Поэтому ходим, как говорится, и оглядываемся, чтобы никто не бежал с ножичком сзади. Нравится мне мак, вот так вот периодически попадается, не знаю, видно его, нет. Нашел такое озеро интересное. Ангелтайх. Озеро Ангела, что ли. Озеро по-немецки Зи. Ну и Тайх тоже. Там какая-то разница есть. По-моему, маленькая это Тайх, а побольше это Зи. Красота какая. И домик для уточки. Супер. Что-то надо мной летит мощное. Как бы не тот военный самолет, который обычно я здесь вижу. А вон он там, не видно, в телефон не видно, а там он за деревьями я видел силуэт, похож на пассажирский. Я чуть обошел это озеро так по кругу, над водой. Вышел на эту сторону. Здесь чья-то лодка пристегнута замочком. Кайф, наверное, тоже поплавать по озерцу. Не знаю, рыбачит человек или просто наслаждается катанием. Ну, интересно. Мне кажется, этот вид сегодня кандидат на заставку видео. Ну, там пенечек удобный. Сейчас я туда телефон поставлю и сфотографируюсь. Я сейчас держу путь к тому шпилю. Это та церковь, возле которой я когда-то был. А сегодня хочу зайти вовнутрь, если она открыта. Ничего себе. Я же говорил, здесь есть военный аэродром. Это грузовичок с истребителями, если я не ошибаюсь. Эх, я не успеваю вечно телефон достать. Это очень красиво. Может, тот грузовичок ракеты Таурус повезет в Украину. Сегодня в инфополе есть такие новости.
Домик 1767 года. Я только что почитал, что сама церковь освящена была в 1780-м. В 79-м закончилось строительство, а в 80-м было освящение. Этого же года там алтарь какой-то интересный. Есть орган, как всегда. В общем, пойду попробую зайти посмотреть. Там он пишет, что можно купить сегодняшние яички. Какое-то, видно, фермерское хозяйство. Получается, этот домик здесь стоял и видел строительство этой церкви. А вообще на этом месте храм вроде как с 1200 какого-то года даже был. В общем, интересно. А вот та медь, которую я думал, что там окна, она окисленная, в 1906 году, по-моему, была туда установлена. Ну, попробуем, может, открыть. Подергал я ту дверь, там закрыт вход. Может быть, в эту зайти попробовать. Возможно. А здесь вот тоже древние какие-то захоронения. 1700 каких-то годов вроде написано. Я потом, если из церкви выйду, подойду поближе, посмотрю. Крест красивый. Вот тут железный, интересно. Посмотрел эти могилы. В общем, достаточно все там обычно. А вот эта вот штука 1681 год. Я так понимаю, это гробница какая-то. Якуб Цирклинг, Катерина Браунс. Не знаю, что это, но похоже на захоронение. А в церковь я так и не попал, закрыты все двери там. Может быть, как-то сзади здесь вход. Ну, я уже не буду щемиться, как-то неудобно, честно говоря. Явно это вход не для посетителей. Ну ничего, когда-нибудь попаду, чтобы она была открыта. Там, по-моему, даты службы были указаны на этом, на доске рядом. В общем, я тут шел и вот такую штуку увидел. Мне кажется, это старая мельница какая-то, только без лопастей. Мне что-то так подсказывает, будто вот здесь вот справа должны быть лопасти. Похоже на то. Да, и верх у нее, похоже, поворачивался. Последняя мельница, которую я видел, была в Амстердаме. Но она совсем была по-другому устроена. Она какая-то открытая была, а здесь прям собственный домик для нее сделан. Как положено все. Видно, она старая, надо будет про нее почитать. А это стало быть дом мельника здесь рядом. Причем мельник неплохой стрелок, судя по вот тому медальону над дверью. Сейчас как даст мне солью в задницу за то, что я тут съемку веду. Эх, самолетики летают без меня. Где он? А, уже где-то скрылся. Скучаю я по полетам, тоже хочу куда-нибудь. Но планы другие сейчас. Ладно, мельницу посмотрели. Ближе подходить я не хочу. Побаиваюсь. Почитаю про нее просто. Я все-таки рискнул подойти чуть поближе. Да, она такая, конечно, запущенная немного эта мельница. Садик здесь хороший, я так понимаю, здесь свадьбы гуляют, ну такое, в общем, фотографируется, типа того. В общем, достопримечательность. Но сама внутри она немного запущена, мне кажется. Надо отзывы будет на Google Maps посмотреть, почитать. Мне кажется, вот то слева жернов старый какой-то, что похоже на это. Двери тоже такие, видно, старые. Ну да, это по-любому жернов.
красиво здесь, конечно. Как бы дождь не пошел, небо черное. Мне кажется, уже первые капли капают. Да, лопастей не хватает. Так была бы самая натуральная мельница. Ладно, пойду, пока дождь не ливанул. Заканчиваю прогулку. Вышло 18 километров и слегка за 4 часа. В общем, темп, конечно, не радует. Особенно если вспомнить вчерашние 50 километров в день, 21 день подряд. Как некоторые ходят, то вообще прям не радует. Ну, не знаю. Даже если представить, что я бы вот так прошел 2 раза по 4, да, 8 часов было бы ходу, то вышло бы все равно 35 км. Я могу сказать, я стараюсь идти довольно быстро. Как бы мозоли немного тормозят, но в целом, в общем, я собой гордиться пока что не могу. Ладно, до завтра.